Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить биточки по-крестьянски. Что для этого надо? У меня был фарш за неимением времени, надо быстро что-то приготовить. Фарш из свинины, это свиная лопатка. Здесь лук, чеснок, его рецепт вы можете посмотреть в видео, где я делаю котлеты, вкусные котлеты. Вот там и делается этот рецепт. Единственное, что для биточков не нужен хлеб. И все. Котлетки с хлебушком, а биточки без хлебушка. Но немножко молочка теплого здесь есть. В том видео все подробно показано, я повторяться не буду. Значит, фарш у нас есть. Нам нужен лучок, сметанка для наших грибов, которые мы обжарим в сметане с луком. Перчика добавим, лаврушечку, посолим. И затем все соберем, обжарим биточки, соберем это все вместе и будем запекать. Приступим. Прежде всего обжарим наши биточки. Как мы будем их обжаривать? Форма биточка какая должна быть? Кругленькая. Не сильно крупные, но и не мельчите. Не мельчите, как фрикадельчики. Вот такая лепешечка, как снежки. Вот. И их надо обжарить на сковороде на довольно приличном огне, чтобы они не готовились, а подрумянились. Они дойдут в духовке в соусе, который мы сделаем с грибочками. Будем обжаривать. Сейчас налью масло в сковороду и будем жарить наши биточки. Наливаем маслечко. Немного. Нам всего лишь обжарить с двух сторон эти биточки. Сейчас оно подогреется, а мы тем временем навертим наших биточечков. Желательно одного размера делать. Определите, какой вам нравится. Такой и делайте. А еще важно их обвалять в муку. Поэтому сейчас мы это все оформим. Берем, просто обваливаем муку. Вот лепешечка наша готова, наш снежочек уже готов. Раз. И эта мука, она особо ничего роли никакой не играет в их приготовлении, как в процессе жарки, но она добавит густоты в соус, когда они будут запекаться. И это будет довольно интересно и пикантно. И вот так вот все наши биточечки, вот так надо, такие шарики надо поделать. Желательно приблизительно одного размера. Немножечко форму им надо придать, чтобы они были кругленькие. Ну вот так вот немножко сверху. Они от жарки все равно приплюснутся сверху, конечно же. Но пусть они будут все же кругленькими и похожими друг на друга. Вот так. Чтобы наших пальчиков там не было на них видно. Были они все же мячики красивые. Я уже сварила пюрешку. И у нас будут биточки с картошечкой пюре и грибным соусом. Вот такое будет блюдо. И на скорую руку вот так ножом снимаем, чтобы не повреждать. И на сковороду. Оп. Ножичком поддеваем. И на сковороду. Добавим огня, чтобы они не тушились, а жарились. Вот в этом вся прелесть. И пусть наши биточки поджариваются. Потом мы их сложим в посуду и будем заниматься грибочками. Обжарили мы наши биточки. Они готовы.
к дальнейшему приготовлению. Сейчас занимаемся грибочками. По-быстрому нам блюдо не нужно на 3 часа. Нам надо быстренько. Смотрите, хотите, какие у вас грибы? Лесные или покупные? Но лучше не шампиньоны. Уж лучше уже вешенки. Они больше на лесные грибы похожи. Режем как умеем, как любим и как можем. Кто-то любит крупно, кто-то мельче. Но если вы немножко мельче порежете, они лучше обжарятся. Они не будут такие вот светлые, они подрумянятся хорошо. Грибницы убираете, они не нужны. Нагреваем маслечко и будем в сковородку погружать наши грибочки. 2 секунды оно нагреется. Надо сковороду хорошо нагреть. Грибы должны поджариться, не потушиться, именно обжариться. Нагрелось маслечко. Если у вас очень много грибов, жарите несколькими заходами. Не надо полную сковороду насыпать, иначе они будут пускать много жидкости. Сейчас поджарится буквально с одной стороны и будем перемешивать. Не даем им пускать много сока. Ни в коем случае. Вот видите, румяная корочка? Нам надо именно этого эффекта и достичь. Вот, они не должны пускать много сока. Но если у вас лесные грибочки, боровики, опята, может быть, маслята, не знаю, то прежде их надо отварить, особенно боровики, а потом уж поджарить. Ну, я думаю, если вы кушаете такие грибы вкусные, значит, вы умеете их и готовить. У меня в данной ситуации вот вешенки, но они тоже неплохие. Пока грибочки жарятся, мы дорежем лучок, подготовим. Наша задача лучок разрезать пополам, а затем каждую половиночку еще раз пополам. Нам очень длинные полосочки не нужны. Они будут тогда менее красивы. И просто нарезаете, как вы любите. Боже, у меня лук убежал. Куда захотел, туда и поскакал. Ну, бывает, конечно, и такое. Готово. Смотрим на грибочки, надеваем, поджариваем. Это только кажется, что грибов очень много. А вот они пожарились, первая партия. И как будто бы я их жарю одну жменьку маленькую, горсточку грибов. Ну ничего, нам хватит. Нам хватит. Соус они все равно сделают очень вкусным. Вот уже практически готово. Буду запускать вторую партию. Грибы готовы. Отправляем наш лучок. Отправляем лучок. У нас все жарится на сильном огне. Нам не надо его быстро приготовить. Оно будет готовиться в духовке. Нам надо подрумянить. Вот сейчас лучок подрумянится. Я туда отправлю грибочки. И будем делать соус. Натворим вкуснятины.
лучок подрумянивается. Смотрите, он не совсем зажаристый. Сейчас к нему опускаем грибочки. Грибов вот сколько получилось. Но они не являются фаворитами этого блюда. Они всего лишь для вкуса соуса. Вот. Их достаточно будет на этот объем биточков. У нас фавориты блюда биточки. И вот мы еще буквально 2 минуты поджарим грибочки с лучком и будем отправлять сюда сметанку. Вот так вот это красиво выглядит. Вот так. Ничего не плавает в воде. Они поджарились, и лук, и грибочки. Все замечательно. Все получается у нас. Еще пару минуточек и будем заниматься соусом. А тем временем мы уже включили духовку. 200 градусов я поставила. А когда блюдо буду отправлять в духовку, поставлю 180. Пришло время убавить огонечек. Убавляем огонек и добавляем сметаночку. Жирность, да какая есть, такую и добавляете. Есть домашняя. Не боитесь за свою печень. Ради бога, кушайте домашнюю. Есть 15%. Хорошо, нету, есть 20%. Пожалуйста. Любую сметанку, которую вы любите. Но учитывайте то, что биточки-то по-крестьянски. А если по-крестьянски, то это всегда сытная, жирная пища. И тогда уж надо жирненькую сметанку. Да боже мой, кто как любит. Вот убавили огонечек, сметана пошла. Сейчас будем солить. Биточки у нас соленые, перченые, потому что фарш готовый. И сейчас мы будем солить. Вот прямо сейчас. Им буквально тушится 5 минут, 5-10, для того, чтобы объединить вкусы. Значит, бросаем лаврушечку сюда. Перцы какие у вас есть. Душистого желательно, но хоть бы несколько горошинок. Желательно вот. Дальше посыпаете немножко черного перца. Чуть-чуть. Немножко перечного ассорти. Там и красный, и белый, и зеленый. Разный перчик есть для аромата? Есть. И солим. А солим мы, как всегда, по вкусу. Вот как вы любите. Учитывайте, что нам надо сюда еще, может быть, сейчас придется добавить буквально грамм 30 воды. Грамм 30, не больше. И непременно мы добавляем сюда хоть бы пол чайной ложечки сахара. Потому что здесь практически килограмм сметаны. Вот. Чтобы она не была кислой, чтобы соус не казался очень кислым. А был сбалансированный вкус такой. Объединилась сметана и сахарочек. Вот, ну буквально чуть-чуть. Пол ложки чайной, но без горки половина ложки. А так. И пробуйте. Вот вы закипит соус. Попробуйте. И на свой вкус добавляйте. Это блюдо, биточки по-крестьянски, оно не требует никаких специй особых, там, типа зиры, базилика, там, может быть, еще каких-то, вот, шафранов. Нет, не требует. Вот черный перец и соль. Все. Сахар добавляется только для сбалансированного вкуса сметаны. Вот. А так не надо никаких ни карри, ни паприки. Это крестьянское славянское блюдо. Вот обращаю ваше внимание, соуса достаточно много, но вот он густоват. И надо учесть, что наши биточки, они жарены в муке. Мы обваляли их в муке, то есть соус еще гуще станет. Я приняла решение сюда, грамм 30 воды, буквально 50, может быть 30. Вот я смотрю по консистенции. А в духовке эта влага вся испарится. Вот довольно. Вот больше не надо. Смотрите, я буквально чуть-чуть налила 30 граммов воды.
Вот. Чтобы соус вот немножко стал пожиже. А он, когда будет тушиться с биточками, он снова станет густеньким, потому что мука, которая есть на котлетках на этих, она перейдет в этот соус. И все будет замечательно. И все будет замечательно. Вот 2 минуты еще он прокипит, чтобы вода закипела там. И будем отправлять в духовку наши биточки. Ну вот и настал долгожданный момент. Будем заправлять наши биточки. Выключаем огонь. Ой, тяжеленькая. И будем заправлять наши биточки этим прекрасным соусом, распределяя равномерно, чтобы попало на каждый биточек и грибочек, и сметанка, и чтобы это было все очень-очень вкусно. Вот так вот. Хорошенечко накрываем грибочками наше мяско. И вот прям вот между этими биточками грибочков туда заправьте, чтобы везде были грибочки. И отправим в духовку на 10-15 минут. У нас же биточки практически готовы, они же у нас обжарены. Пусть не до конца, но тем не менее они до полуготовности доведены. 10-15 минут. Пожалуйста, обращайте внимание на вашу духовку. Вы знаете, как она работает. 180 градусов. И смотрите по готовности. Не прозевайте, чтобы соус ваш не выкипел и они не сгорели, потому что очень тонкая грань между готовностью и когда горят биточки. Этого допустить нельзя. Вот я сюда сметанки хочу добавить. Вот так вот. Все, накрыли наши биточечки, и мы можем отправлять их в духовку. Пусть они готовятся, наши красавцы. По-крестьянски. Вот так. Вот так вот хорошо туда грибочков натолкаем, чтобы было вкусно. Мы любим грибы. Боже мой, но лесные у нас, конечно, нет такой возможности. Я просто не разбираюсь в грибах, но безумно люблю их собирать. Вот если с кем-нибудь с грибниками попадаю в лес, я получаю море удовольствия от того, что я собираю грибы. У меня такой нездоровый азарт прям появляется, что меня не остановить, не удержать. Неудержимое. Ну что, мои хорошие, запечемся для моей любимой семьи эту вкуснятину. 10-15 минут. Будем смотреть. Будем смотреть. Ставлю на 180. Все. И у меня есть 15 минут времени для того, чтобы, да хоть бы помыть сковороду. Вот и готовы наши биточки. Вот и готова наша прелесть. Вот как это выглядит. Выключим духовку. Вот так должны выглядеть эти биточки. Вкусные. Они очень сочные, очень нежные. Никакой воды там нет. Каждый биточек в прекрасном, вкусном сметанно-грибном соусе. Можно подавать на стол.
Вот и все, мои дорогие. Вот так можно быстро, вкусно и сытно накормить семью. Это потрясающе вкусное блюдо. Спасибо вам огромное за внимание. Живите дружно, кушайте вкусно, любите друг друга. Подписывайтесь на мой канал, я всегда буду вам рада. Давайте дружить. Всего вам доброго.